Привет, друзья! Добро пожаловать на канал «Русский с Максом». Канал для тех, кто изучает русский язык. Кстати, вы можете включить субтитры вот здесь, друзья. Русские, английские и на других языках тоже. Мы с вами находимся в Буэнос-Айресе, столице Аргентины. Сегодня 25 сентября 2023 года. И мы недавно приехали в Буэнос-Айрес, обратно мы вернулись в Буэнос-Айрес, и здесь наступила весна. Сейчас весна в Буэнос-Айресе, хотя мы застали и зиму тоже. Мы ее застали. Сегодня в этом видео я вам хочу показать метро, как выглядит метро в Буэнос-Айресе. И так, Хураменто, это наша улица. Отлично. Значит, нам нужно перейти дорогу, перейти этот проспект. Называется Авенида Крамер. Вот так вот выглядит Буэнос-Айрес, район Бельграно. И мы идем в сторону метро. Я хочу вам показать разные части метро, показать само метро. Ну и поговорим про те слова, про ту лексику, которая нам нужна, когда мы говорим про метро или когда мы едем в метро. Давайте сначала дойдем до метро и посмотрим, что там есть. Вот так выглядят улицы района Бельграно. Очень классный район. В прошлый раз мы жили в другом районе, а сейчас мы живем в этом районе. И этот район, конечно, наверное, самый прикольный из тех районов, что мы видели в Буэнос-Айресе. Потому что здесь есть как вот такие огромные высокие небоскребы, так и красивые маленькие одноэтажные дома. Но их я покажу в другом видео. Сейчас мы идем к метро. Я думаю, что от моего дома до метро где-то 15 минут. 15 минут ходьбы или 15 минут пешком. Однако я уже прошел половину пути, и мне осталось, я думаю, что минут 5. То есть больше половины я прошел. Поэтому осталось 5 минут. Погода отличная. Погода сегодня просто шикарная. Очень тепло. Ну как очень тепло? Нет, конечно, я не могу сказать, что очень тепло. Сейчас где-то 15 градусов. На солнце, наверное, 20 градусов и больше. То есть реально тепло. И только что была зима, друзья. Только что была зима. То есть это такая весна. Очень круто. Здесь очень теплая зима. Ну и весна просто прекрасная. Вот, я думаю, что мы уже подходим к метро. Надо теперь его найти. Так, кажется, мы приближаемся к метро, потому что метро находится на этом проспекте. Это Авенида Кабильдо. Вот. Здесь находится метро, но нужно найти вход в метро, и я его уже нашел. Итак, вот он, вход в метро. Здесь есть две опции. Можно спуститься в метро по лестнице, а можно спуститься в метро на эскалаторе. Ну, я решил спуститься в метро на эскалаторе. Эскалаторы тут очень короткие. И вообще здесь нет длинных эскалаторов. Например, в моем городе, в Санкт-Петербурге, эскалаторы очень длинные. Иногда ты успеваешь прочитать несколько страниц книги, прежде чем спустишься в метро. То есть минуты 2 ты можешь стоять на эскалаторе и ждать спуска. А вот так выглядят современные станции в Буэнос-Айресе. Это относительно новая станция. Конечно, в центре города станции выглядят по-другому. Но это новая станция, здесь много места и вообще все очень удобно. Важный момент, что только на относительно новых станциях в Буэнос-Айресе есть лифт.
Да. То есть, если я, например, передвигаюсь на коляске, или если у меня есть детская коляска, например, я хочу с Сабриной поехать в метро, то на этой станции у меня не будет проблем спуститься и подняться. Но на других станциях лифта нет. Есть только лестница и эскалатор. А вот так выглядит система метро Буэнос-Айреса. Здесь достаточно большое метро и достаточно удобное. Мы находимся сейчас вот здесь, на этой станции, Конгрессо де Тукуман. И мы проедем, я думаю, что пару станций и выйдем вот здесь, на улице Хосе Эрнандеса. Иногда линии метро пересекаются, как, например, вот эти две линии, они пересекаются. И эти линии тоже пересекаются. И здесь есть специальные станции, где можно сделать пересадку. Пересадка означает перейти с одной линии метро на другую линию метро. Иногда линии метро мы называем ветками. Да, как ветка у дерева. Одна ветка и другая ветка. Например, мне нужно перейти с линии B на линию H. Мне нужно сделать пересадку на этой станции Corrientes. Для того, чтобы проехать на метро, тебе нужен какой-то проездной документ. Проездной документ. Проездной документ – это тот документ, с помощью которого ты можешь поехать на метро. В разных странах есть разные виды проездных документов. Где-то это карты, где-то это не знаю, еще что-то. Например, в моем городе Санкт-Петербурге до сих пор используются жетоны. Жетон – это маленькая специальная круглая монета, которую ты просто кидаешь на входе и проходишь. Но карты тоже есть в Санкт-Петербурге. Вообще карты – это универсальный и современный способ оплаты проезда. У меня есть такая карта, она называется СУБЭ. Есть проблема, что в Буэнос-Айресе сложно купить эти карты. Раньше они продавались в киосках, то есть прямо на улице, вот в таком киоске можно было найти такую карту. Но сейчас это сделать практически невозможно. И если нужна такая карта, то можно попробовать купить ее в кассе в метро, ну или где-то на вокзале, где они точно есть. Короче, это дефицитный товар. Для того, чтобы использовать карту, ее нужно пополнять. Нужно пополнить карту. Или мы говорим положить деньги на карту. Например, на банковскую карту или на такую карту для метро. Я только что пополнил мою карту на 1000 песо. На 1000 песо. Ну, это где-то, не знаю, 10-15 поездок. Наверное, где-то 15 поездок. Вот мой чек. Я только что пополнил свой проездной документ, свою проездную карту. Вот это место, где я нахожусь, это называется вестибюль. Вестибюль. То есть то место, где находится касса. Здесь нет поездов, поезда находятся ниже. Вот, это вестибюль. Я никогда не видел, чтобы в вестибюле станции метро была велопарковка. Это очень круто. Но давайте спустимся на саму станцию. Ура! О, поезд уже подъезжает. Нужно успеть. А здесь, конечно же, танго. Даже на станции метро.
Но, друзья, в Буэнос-Айресе есть не только метро, а есть еще и такие электрички или поезда, которые идут как бы над землей. Они не связаны с метро, ну то есть ты можешь сделать пересадку, но тебе снова нужно платить за проезд. Но это удобная транспортная система, оплатить ее можно тоже по этой карте Субе, которая у меня была. И это очень удобно, есть несколько линий вот этих вот поездов. Очень классная штука, давайте на нее посмотрим. Вот так и закончилась моя поездка. Обратно я приехал на поезде. Очень-очень удобно. Я всегда любил поезда, всегда любил электрички, потому что в России они очень популярны. И если ты едешь куда-то за город, то, скорее всего, ты поедешь на электричке. Это удобно, быстро и дешево. Ну, на этом сегодняшнее видео закончено, друзья. До встречи в следующем видео. Ставьте лайк, подписывайтесь. И если хотите получать транскрипции к моим видео и к моим подкастам, то присоединяйтесь к membership программе. Прокачайте свой русский. Пока!